Полицейская собака лает на заброшенный дом каждый день, когда выходит на прогулку. Когда офицер решает зайти внутрь, он не может поверить в то, что видит. Это было обычное осеннее утро в маленьком городке, в который перевели офицера полиции Майкла Сохранившим. Тот деревенский и безмятежный вид, который так отличался от шумных мегаполисов, через которые он проезжал. Но из всех перемен, которые принесла с собой его новая жизнь, утренние прогулки с Сириусом, его крепким и выразительным псом, принесли ему больше всего умиротворения. Они вдвоем гуляли по улицам, наслаждаясь свежестью утреннего солнца и тишиной в домах. Но с некоторых пор, когда они проходили по мощенной улице с высокими деревьями и старыми домами, один из них всегда привлекал внимание его верного пса. Это было здание с признаками заброшенности. Разбитые окна, облупившаяся краска и сад, за которым уже некоторое время никто не ухаживал. Любопытно, что каждый раз, когда они приближались к этому месту, Сириус становился беспокойным. Сначала его шерсть вставала дыбом, а взгляд был устремлен на вход. Затем, словно почувствовав что-то, чего Майкл не мог понять, пес начинал отчаянно лаять, пытаясь приблизиться к дому. Эта сцена повторялась ежедневно. Сначала полицейский подумал, что это просто естественное собачье любопытство, но со временем он начал сомневаться. «Что случилось, мальчик? Там ничего нет?» — сказал офицер, пытаясь успокоить Сириуса. Однако его попытка была безуспешной. Интенсивность лая росла, и с каждым днем казалось, что собака хочет сообщить что-то срочное, что-то, что только она могла воспринять. Местные жители с любопытством выглядывали из окон. Некоторые даже проклинали мужчину за то, что он привел сюда такое шумное животное. После стольких необъяснимых поступков Сириуса дом превратился в загадку, которую Майкл хотел разгадать. Однажды полицейский пришел домой с работы и начал изучать историю этого места в интернете, но не нашел ничего подходящего. Он даже ходил по району в обычной одежде, избегая каких-либо упоминаний о своей профессии, просто чтобы иметь возможность задавать вопросы пожилым жителям, тем, кто прожил здесь достаточно долго, чтобы знать секреты, неизвестные молодому поколению. Первым, кто предоставил информацию, был пожилой мужчина, мистер Энтони, парикмахер, который работал на одном и том же месте в течение десятилетий и который гордился своей способностью запоминать истории во время выполнения своей работы. «О, этот дом», — сказал он. Это был дом довольно замкнутой семьи. Они редко выходили из дома. Говорили, что отец был ученым, всегда с большим количеством книг. Рассказывая эту историю, парикмахер не понял, что Майкл был полицейским, поэтому он продолжил. Несколько лет назад там произошел ужасный пожар, очень трагичный. В результате погиб один из его детей. После этого они переехали и больше никогда не возвращались. Многие люди говорили, что это был несчастный случай, но я думаю, что это было дело рук злого духа, я уверен. Майкл поблагодарил джентльмена и, решив задать еще несколько вопросов, двинулся дальше. Затем он встретил миссис Селену, пожилую леди, которая всегда сидела на своей любимой скамейке, кормила голубей и ухаживала за растениями вокруг. Все знали ее как хранительницу местных историй. Он подошел к ней и после короткого разговора о погоде и ежедневных новостях заговорил о таинственном доме. Миссис Селен с ее проницательным взглядом и серьезным выражением лица хорошо помнила это. В этом доме всегда была странная энергетика. Начала она, глядя в сторону, словно перед ее глазами проносились воспоминания. И с тех пор, как эта семья уехала, никто больше не хотел там жить. Она замолчала, глядя на растения, словно подыскивая нужные слова, а затем продолжила. «Знаете, мой внук раньше играл с одним из мальчиков, тот, который умер при пожаре. Он всегда говорил о странных звуках по ночам и тенях, движущихся по стенам. Дети говорили, что в этом доме водятся привидения».
В разговор вмешался другой житель, владелец пекарни. «Моя бабушка рассказывала, что перед пожаром в полночь из этого дома доносилась музыка. Она верила, что семья проводит ритуалы, но, знаете, это старые истории». Майкл, впитывая каждую крупицу информации, начал складывать в уме головоломку. Кусочки, хотя и запутанные, начали складываться вместе. Дом был не просто заброшен, он был полон тайн и суеверий. Но он был скептиком и не верил в подобные сверхъестественные истории. По его мнению, должно было быть логическое объяснение увлечению его собаки этим домом. «Почему же тогда дом так и не снесли и не отремонтировали?» — спросил полицейский. Старая леди ответила: «Я не знаю. Я не думаю, что кто-то захочет жить в доме с привидениями». К концу дня у полицейского возникло еще больше вопросов, чем в начале. Единственным, несомненным фактом было то, что дом с его разбитыми окнами и аурой таинственности скрывал секреты, которые выходили далеко за пределы того, что мог увидеть глаз, и он был полон решимости выяснить, что это было. Затем, в один прекрасный вечер, с тяжелыми тучами, закрывшими небо и луну, мужчина и его собака вышли на прогулку. Тишина улицы и домов, уже готовящихся ко сну, лишь изредка нарушалась отдаленным стрекотанием сверчка или шелестом ветра в листве. Было видно, как сильно полицейский устал. День был напряженным, он истощил его энергию, и мужчина ходил рассеянный, не в силах прийти в себя от этих вопросов. И не успел он опомниться, как они уже проходили мимо дома с привидениями, который так его заинтриговал. Неудивительно, что Сириус снова зашевелился. В его лае слышались настойчивость и беспокойство. Взгляд животного был прикован к мрачному дому. «Ладно, давай войдем!» — воскликнул Майкл, поддавшись любопытству и обеспокоенный поведением своей собаки. Он уже собирался войти на территорию, когда на мгновение остановился, чтобы взглянуть на фасад дома. И пока он на секунду отвлекся, задумавшись о том, каким страшным на самом деле был этот дом, Майкл почувствовал, как ошейник его собаки выскользнул у него из рук. Пес с отчаянным лаем побежал к дому. «Сириус, вернись сюда!» Полицейский закричал, но животное уже скрылось из виду. Майкл медленно зашел, а потом решил достать фонарик. Но когда он посветил на землю, то заметил кое-что, что его заинтриговало. В пыли виднелись свежие следы. Они не имели четкого рисунка, как будто кто-то бродил без определенной цели. Пройдя немного дальше, он осветил фонариком нечто неожиданное. Маленькая детская игрушка, тряпичная кукла, брошенная на полу у входа. И тогда он начал понимать, что что-то здесь не так. Кукла не была старой, и хотя она была немного грязной, она определенно оказалась на полу не так давно. Он огляделся и увидел, что занавески, похоже, тоже недавно были раздвинуты. Сердце Майкла бешено заколотилось. «Есть здесь кто-нибудь?» — громко спросил он, пытаясь скрыть охвативший его страх. Но ответом ему была тишина. С пистолетом в одной руке и фонариком в другой он медленно двинулся вперед. Он тихо позвал Сириуса, ожидая услышать знакомый лай, но вместо этого наступила тишина. Мысленно он все еще пытался осмыслить все странные детали, с которыми столкнулся, но было ясно, что он боится. Только свет его фонарика прорезал темноту. Пол был покрыт толстым слоем пыли, а на старую мебель, наполовину сгоревшую при пожаре, было страшно смотреть. Мужчина осматривался по сторонам в поисках своей собаки, как вдруг среди тишины его внимание привлек тихий звук, которого не должно было быть. Плач ребенка. Это был тихий плач, почти беззвучный. Звук донесся сверху, заставив Майкла посмотреть на лестницу перед собой. Каждая ступенька, покрытая темными разводами от огня, издавала отвратительный скрип, который эхом разносился по дому. По мере того, как он поднимался по лестнице, плач становился все ближе. Его разум начали одолевать тревожные мысли.
Не ловушка ли это? Он попытался сосредоточиться, но из-за плача и атмосферы в доме было трудно сохранять ясность мысли. Поднявшись по лестнице, полицейский наткнулся на длинный узкий коридор с несколькими закрытыми дверями. Плач, казалось, доносился из конца коридора, из полуоткрытой двери, через которую проникал тусклый свет. Тяжело дыша, с колотящимся в груди сердцем, он медленно двинулся вперед. Наконец, добравшись до двери, Майкл со вздохом толкнул ее. И тут сцена, представшая его глазам, парализовала его. На старом диване сидела женщина с растрепанными волосами и расширенными от страха глазами. На руках она держала новорожденного ребенка, чьи тихие крики и привели полицейского в ту комнату. А рядом с ними лежал Сириус. Взгляд девушки встретился с его взглядом, и на мгновение они оба замолчали. Затем она закричала: «Не причиняйте нам вреда, пожалуйста!» и прижала к себе сына, словно пытаясь защитить его. Мужчина опустил пистолет и фонарик, пытаясь показать, что у него нет враждебных намерений, и тихо спросил: «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» По лицу молодой женщины текли слезы, а ребенок продолжал плакать. Виктория, так звали женщину, была явно потрясена. В ее глазах отражалась смесь отчаяния и надежды на то, что она найдет кого-то, кто, возможно, сможет ей помочь. «Вы не собираетесь меня арестовывать?» — спросила она, увидев пистолет Майкла. Мужчина быстро понял серьезность ситуации и убрал пистолет. Мягким, успокаивающим голосом он сказал: «Не волнуйся, я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль. Я полицейский. А это Сириус, моя собака». Животное встало и подошло к своему хозяину. У него было радостное выражение лица, как бы говорившее: «Смотри, я же говорил, что в этом доме кто-то есть». Майкл продолжил: «Что происходит? Почему вы здесь?» Осознав, как сильно замерзла женщина, он снял свое пальто и накинул его ей на плечи. Виктория посмотрела на него, и в ее усталых глазах появился легкий огонек благодарности. «Спасибо вам», — сказала она, прежде чем снова разрыдаться. Плотнее запахнув пальто, женщина начала рассказывать о том, почему она здесь оказалась. «Я пришла сюда, потому что убегаю от неприятностей. Я думала, что ему никогда не придет в голову искать меня в этом заброшенном доме». Майкл сел рядом с ней, и его взгляд стал внимательным и понимающим. «Кто он и почему ты убегаешь?» «Мой муж». Виктория глубоко вздохнула. «Когда мы поженились, он был добрым, но со временем изменился. А когда родился наш сын, все стало только хуже. Он не принимал, что я уделяю внимание малышу. Он ревновал, злился. Я боялась, что он может сделать что-то ужасное». Взгляд мужчины стал жестче, и его полицейские инстинкты обострились. «Ты правильно сделала, что сбежала. Сейчас главное — обеспечить твою безопасность». Офицер взял рацию и связался с участком, сообщив о ситуации и запросив подкрепление и помощь. Ожидая, он продолжал разговаривать с Викторией, пытаясь успокоить ее. Женщина посмотрела на Майкла. В ее глазах по-прежнему был страх, но теперь в них появилась надежда. Новость об аресте мужа Виктории облетела город в мгновение ока. Информация, предоставленная молодой женщиной, имела решающее значение. Она подробно описала жестокое обращение, показала свидетельство своего отчаянного бегства и следы на теле. Некоторое время спустя, когда дело было раскрыто, Майкл взглянул на этот старый заброшенный дом с новой целью. С каждым днем идея преобразить это место все больше укреплялась в его сознании. И тогда, при поддержке городского совета и различных местных жителей, он начал процесс реконструкции. Дом, который когда-то был темным и угрожающим, начал светиться и оживать.
Интерьер был оборудован для размещения и поддержки женщин и их детей, которые нуждались в безопасном месте, как когда-то Виктория. Это было убежище для них до тех пор, пока они не смогут переехать на постоянное место жительства или изменить свою жизнь. Итак, старый заброшенный дом с привидениями, обитель страха и тайн, превратился в символ надежды, любви и преображения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.